Вода – самое привычное вещество на Земле. Она сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Но знаем ли мы, какую тайну хранит в себе эта удивительная стихия? Откуда она пришла? Кто и зачем одарил ею нашу планету? Единственную во всей Вселенной. Быть может, ответы на эти вопросы знает только сама вода. Ведь сегодня ее на Земле столько же, сколько было тогда, когда все начиналось. Когда рождался мир, обретая привычные нам очертания и ощущения. Мы проводим очень аккуратную работу в очень узкой области. Мы сказали себе, давайте сфокусируемся на воде, но посмотрим на нее под разными углами. Вода в Священном Писании – это больше, чем просто физическая субстанция. Это некое понятие. И это понятие связывается определенным образом с идеей жизни. Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода. Но она точит, твердая и крепкая. Никто не может ее одолеть, хотя любой может ее победить. Податливая побеждает крепкая, мягкая одолевает твердая. Все это знают, но никто не осмеливается действовать так. Писал о воде более 2500 тысячелетий назад китайский философ Лао Цзы. Знаете, воду вообще-то изучали довольно подробно. Я имею в виду, хорошо известно, что вода обладает необычными свойствами, физическими и химическими свойствами по сравнению с другими жидкостями. Но ни один ученый не может объяснить, например, почему плотность воды при минусовой температуре увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Любое вещество при охлаждении сжимается, а вода, наоборот, расширяется. Это уникальное свойство люди научились использовать еще в далеком прошлом. Северные народы добывали камень для строительства, заливая воду перед заморозками в расщелины скал. На юге деревянные клинья вбивали в трещины породы и поливали их водой. Разбухая, эти клинья разрывали камень. Гораздо позже ученые установили, что, находясь в порах и капиллярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне, например, в момент прорастания оно может достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с легкостью пробивает асфальт. Вода – это маленькая молекула, которая имеет крайне специфические свойства. И нельзя найти других молекул, которые бы имели все те же аномалии. Если бы не было хотя бы какой-то из них, не было бы и самой жизни на планете. Любое из свойств воды уникально. До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода, единственное вещество на планете, может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Почему из всех жидкостей именно у воды самое высокое поверхностное натяжение? Почему она является самым мощным растворителем на Земле? И каким образом вода способна подниматься по стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер? Вот сейчас мы сделали громадный шаг. Мы поняли по-настоящему, что мы о воде почти ничего не знаем. Следовательно, это громадный шаг, потому что вслед за этим пониманием начинает приходить желание узнать. Юго-Восточная Азия, 1956 год. Закрытая лаборатория военного института по разработке и изготовлению средств массового уничтожения.
Здесь уже несколько лет работают над созданием сильнейшего бактериологического оружия нового поколения. Свойства, которыми это оружие, по мнению ученых, должно обладать, обсуждаются на одном из многочасовых секретных совещаний. Неожиданно оно прерывается. Всех участников увозят в госпиталь с симптомами сильнейшего пищевого отравления. Начинается расследование, которое сразу же заходит в тупик. Кроме воды, находящейся в графинах на столах, ученые ничего не употребляли. Воду проверили. Никаких вредных примесей. Химический состав H2O. В отчете так и записали. Причиной отравления стала обыкновенная вода. Через 20 лет была выдвинута фантастическая гипотеза. Гипотеза, способная обосновать непредсказуемое поведение воды. У воды есть память. Результаты экспериментов, проведенных во многих странах мира, показали, вода воспринимает и запечатлевает любое воздействие, запоминает все, что происходит в окружающем пространстве. В воде достаточно просто соприкоснуться с веществом, чтобы узнать о его свойствах и сохранить эту информацию в своей памяти. Догадывались ли об этом наши предки, когда превращали обычную воду в целебную, используя для этого сосуды из серебра? На сегодняшний день это лучший производимый антибиотик. Настолько хороший, что в Афганистане и в Ираке американские войска используют серебряную воду. 1 атом на 100 миллионов, чтобы уничтожить всех микробов в ране. Вот и президент Соединенных Штатов использует эту воду для дезинфекции рук. И я задал себе вопрос, как же может существовать такая вода? Запечатлевая информацию, вода приобретает новые свойства. При этом ее химический состав остается прежним. Что действительно было господствующей точкой зрения, это то, что важен химический состав воды. Так вот, сенсационная новость заключается в том, что все это чепуха. Структура воды намного более важна, чем химический состав. Структура воды – это то, как организованы ее молекулы. Мы видим, как молекулы воды объединяются в группы. Эти группы называются кластерами. Ученые предположили, что именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает все, что видит, слышит, ощущает. Люди не думают, что при выключении света вода изменяется. Вследствие технологического воздействия от электрического поля, например, от высоковольтной линии, вода может измениться. Вода, конечно, остается водой, но ее структура, словно нервная система, реагирует на любое раздражение. Современные приборы смогли зафиксировать, что в каждой ячейке памяти воды находится 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает за свой вид взаимодействия с окружающей средой. Если рассматривать кластер как группу определенных молекул, то срок его жизни мал. Но если говорить о нем как о структуре, которую молекулы могут покидать и в которую молекулы могут включаться, кластер может эффективно существовать в течение длительного времени. Именно устойчивость кластерной структуры подтвердила гипотезу о способности воды запечатлевать и сохранять информацию. Возможно, что вода — это единственный в своем роде бесценный компьютер. Своего рода компьютерная память, память информации. Мы должны знать, как это организовано. Это как алфавит. Если я вам дам алфавит, а вы не знаете слов, вы не знаете букв, вы не знаете предложений. Так что молекулярная структура — это алфавит воды. И вы можете составить предложение воды, и вы можете изменить это предложение. Зимой 1881 года корабль «Лара» следовал рейсом из Ливерпуля в Сан-Франциско. На 3-й день пути на корабле начался пожар. Среди покинувших судно был капитан Нейл Керри.
Потерпевшие бедствия стали испытывать муки жажды, которые возрастали с каждым часом. Потом, когда после 3 недель мучительного скитания по морю они благополучно достигли берега, капитан, человек весьма трезвого отношения к действительности, в следующих словах описал то, что спасло их. «Мы мечтали о пресной воде. Мы стали воображать, будто вода вокруг шлюпки из голубой морской превращается в зеленоватую пресную. Я собрался с силами и зачерпнул ее. Когда я попробовал, она оказалась пресной». Ну вот, скажем, знаменитое явление, когда Иисус Христос превратил воду в вино, Он не вносил туда какие-то сахара или лактозу, а Он придавал воде совершенно особое свойство. Мы проводили много экспериментов по влиянию на образцы воды с самыми различными факторами. Магнитными полями, электрическими полями, различными объектами, ну и в том числе человеческим присутствием, человеческими эмоциями. И выяснилось, что эмоции положительные и отрицательные – это наиболее сильный момент воздействия. В лаборатории профессора Короткова были проведены многочисленные эксперименты по влиянию человеческих эмоций на воду. Группу людей попросили спроецировать на колбу с водой, которая стояла перед ними, самые положительные эмоции – любви, нежности, заботы. Потом колбу меняли и опять просили сосредоточить на воде эмоции, но другие – чувства страха, агрессии, ненависти. После чего произвели измерение образцов. Изменения воды имели четко выраженную направленность. То есть любовь повышает энергетику воды и стабилизирует эту воду, а агрессия ее резко понижает, резко меняет. Когда я счел, что, возможно, вода обладает памятью, я решил постараться показать людям, что вода обладает памятью. В лаборатории доктора Эмото исследуются образцы воды, которые подвергаются различным видам воздействия. Впечатления воды фиксируются с помощью ее стремительного замораживания в криогенной камере. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А это эффект от мобильного телефона. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. Современные технологии позволяют искусственно структурировать воду. В лабораторных условиях при прорастании семян с применением такой воды ростки сои показывали фотонное излучение в 6 раз больше, чем при использовании обычной воды. На практике полив структурированной водой сокращает сроки созревания овощей и в несколько раз увеличивает количество полезных микроэлементов и растительного белка. Если смотреть на ростки, то обработанные ростки были длинные, ровные и крепкие, а не обработанные низкие, худые и слабые. Если смотреть сегодня, то из отобранных семян все уже созрело, а из неотобранных нет. Нужно сказать, применение структурированной воды для роста овощей и фруктов действительно имеет эффект. Интересно, что при поливе такой воды требуется на 20% меньше, чем обычной. Ни в почву, ни в воду удобрения не добавлялись. Химический состав воды оставался прежним – H2O. Была изменена только ее структура. Сегодня ученые могут ответить лишь на вопрос, как это происходит. На вопрос «почему» у науки ответа пока нет. Человек, в зависимости от возраста, на 70-90% состоит из воды. Для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослый человек ежедневно выпивает примерно 2,5 литра. Еще 1,5 литра впитывает через кожу, принимая душ или ванну. До того, как попасть в наши дома, вода проделывает долгий и нелегкий путь. Раньше знали, что поселение может возникнуть только там, где проистекает природный источник. Сегодня это не играет никакой роли.
есть ли там вода или нет, потому что мы проведем эту воду за тысячи километров с помощью высокого давления. В природе реки и ручьи всегда текут по плавно изгибающемуся руслу. В то время как в любой водопроводной системе вода множество раз поворачивает под прямым углом. С каждым таким поворотом ее естественная структура все больше и больше разрушается. Вода водопроводная, имеет кристаллы различных форм, но все они деформированы. То есть вот так она может выглядеть вот таким образом, но никакой симметрии, никакой красоты вы здесь не увидите. В системе панельного отопления в полу течет невитализированная вода. Она гнилая. Она поглощает у человека, у растений, у животных, которые живут в этом доме, энергию. Она крадет энергию. Известно, что во многих крупных городах водопроводная вода существует в замкнутом цикле. После агрессивной очистки химическим воздействием, пройдя через мощные фильтры, она опять возвращается в наши дома, сохраняя память и о химическом веществе, и о насилии, которому подвергалась. Но еще сильнее информационное загрязнение, которое накапливает вода, протекая по многокилометровым трубам через тысячи и тысячи домов и квартир. Мы загрязняем воду духовно. И это приняло огромные размеры. Почему? Всю зависть, всю злость, стресс перенимает на себя вода. Вода почти мертва, когда она попадает в наш организм. Наша Земля представляет собой гигантский сосуд с водой, в котором возникли все формы живого. И все живое, по сути, тоже является сосудами с водой. Современные технологии позволяют нам проникать далеко в космос. И пытаясь обнаружить жизнь на других планетах, мы в первую очередь ищем там воду. Вы прекрасно знаете о том, что на Земле без воды жизнь невозможна. Мы совершенно, абсолютно уверены, что первые живые организмы появились в воде. И лишь намного позже организмы развились до такой степени, что смогли существовать вне воды. Я вовсе не думаю, что это случайность. Совершенно не случайно первые строки Библии имеют упоминание о воде. Там, где говорится о создании мира, жизни человека, речь идет в первую очередь о воде. Как в куске глины находятся все еще не созданные скульптуры, так в воде находились образы всех будущих живых организмов. Именно вода воплотила замысел Творца. Но для начала любого процесса необходим импульс. Мудрецы древности считали, что импульсом для возникновения жизни была первичная божественная искра. Это она записала в воде последовательность дальнейшего развития, где каждый вид живых существ, от простейших бактерий до млекопитающих, достигал своего совершенства. Наверняка никогда наука не узнает сам процесс сотворения Адама, что, с чем, в какой пропорции. Но, например, в Коране говорится, что вода принимала в этом участие по воле Бога. Я думаю, что ученые должны уделить более пристальное внимание тому, как вода взаимодействует с молекулами.
На молекулярном уровне она создает структуру спирали ДНК. Не было бы воды, не было бы никакой спирали. Она создает структуру протеинов. Без воды эта структура бы не работала. Только в воде начинает свою жизнь любое семя, любой эмбрион. Околоплодные воды участвуют и в его развитии, и в его сохранении. Именно окружающая вода, подобно универсальному компьютеру, раскрывает любую биологическую программу. Но и изменить ее в таком случае может только вода. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас, когда-то писал Екклесиаст. «И взял себе Иаков свежие прутья белого тополя, миндаля и каштана, и вырезал на них белые полоски, обнажая белизну, что на прутьях. И ставил прутья, что нарезал в стоках при водопое, куда овцы приходят пить. И разгорячались овцы, и зачинали там, и рожали овцы полосатых, крапчатых и пестрых». Мы воздействовали на воду сверхслабыми импульсными магнитными полями. Это поля, которые в десятки тысяч раз слабее естественного магнитного поля Земли. То есть они ничтожно малы с точки зрения современной науки. В воду, обработанную таким образом, поместили рыб, у которых вскоре появился необычный выводок мальков, похожих друг на друга словно близнецы, но кардинально отличающихся от других своих сородичей. Появляются серые полоски на брюшке у всех самцов сразу. Появляются цветовые пятна, чего раньше никогда не наблюдалось. Это называется фенотипические изменения. И принципиально важно, что эти изменения появляются не у некоторых представителей обработанных рыб, а у всех сразу. В результате эксперимента изменился не только внешний облик рыб, но и их поведение. Они стали одинаково реагировать на внешние раздражители. Так, словно у всей стаи появился коллективный разум. Настолько серьезная область проблем, совершенно неизученных, так сказать, стала подниматься. Ну, поэтому решили, что вот достаточно фиксации самого факта возможности изменять поведение и форму животных, используя только воду. Сам по себе этот факт имеет серьезное значение. Если вода влияет так сильно, значит, до полного изучения ее нельзя выпускать на люди. В 1932 году мир облетает сенсация. Американские физики Гарольд Юрий и Эльберт Осборн открывают, что кроме обычной воды в природе существует еще и тяжелая вода – дейтерий-2О. Именно выделенный дейтерий послужил основой для создания самой разрушительной бомбы – водородной. Теперь каждому хорошо известно, к чему приводит радиоактивное излучение. Но оказалось, что существуют и другие, более грозные последствия. Гораздо страшнее изменение структуры воды на огромных территориях, в 1000 километров превышающих площадь ядерного полигона. Не имеет никакого значения, где проводятся испытания – в воздухе, на земле или под землей. Изменения в воде колоссальные происходят. То есть память воды меняется. И человек пьет воду, животные пьют воду и так далее, и вдруг происходят страшные изменения. Когда происходит взрыв, образуются волны, которые в земле достаточно быстро затухают. А вот вода может колебаться еще 30 дней. Раскачиваясь как маятник, волны создают в воде новый патологический порядок. Замечено, что после таких испытаний резко увеличивается количество самоубийств.
В 2,5, в 3 раза. Медики это объяснить совершенно не могли вообще. Откуда это? То есть нам это было понятно, мы показывали. Мозг состоит вот из столько-то воды, 85%, в нем происходят вот эти изменения, возникает конфликт в водных структурах, в результате нарушается биоплазма мозга, и человек лишается даже, так сказать, такого важнейшего стимула, как стимул к жизни. В древних легендах герой всегда отправлялся за мертвой водой туда, откуда нет возврата. Единственное на земле море, в котором нет никакой жизни, возникло, согласно преданию, на месте разрушенных городов Содома и Гоморры. Мертвое море. Мертвой воды вообще нет. Вода дает жизнь. Это изначальная жизненность всегда. Она может быть более правильно использована, менее правильно использована, но она всегда позитивна. Как человек обращается с водой. Если он обращается с хорошими мыслями к этой воде или благословляет ее, говорит ей спасибо, качество этой воды растет, и вода будет положительно влиять на человека и его тело. Согласно хроникам, в 1472 году аббат Карл Гастингсис был по ложному доносу схвачен и допрошен по делу о наведении болезни на некую уважаемую женщину. Заключенному в темницу аббату каждый день давали лишь кусок сухого хлеба и ковш гнилой зловонной воды. Через 40 дней тюремщик заметил, что за это время преподобный Карл не только не потерял, но, казалось, приобрел здоровье и силу, что только убедило инквизиторов в связи аббата с нечистой силой. Позже, под жестокими пытками, Карл Гастингсис сознался, что над гнилой водой, которую ему приносили, он читал молитву, благодаря Господа за ниспосланные ему испытания, после чего вода становилась мягкой на вкус, свежей и прозрачной. У нас есть 2 емкости с нефтяной эмульсией, побочным продуктом нефтедобычи, устойчивым соединением воды и нефти, которое в связанном состоянии держится годами. На опытный образец ставится излучатель. Он будет обрабатывать емкость в течение 7 дней, побуждая именно молекулы воды к уменьшению контакта с молекулами нефти. Сравним опытный и контрольный образец через 4 дня. Вода уже отделилась от нефти. На границе фаз воды и нефти есть кратерные образования. Это значит, что процесс разделения продолжается. Поля, которые мы используем для воздействия на воду, они сопоставимы по силе с электромагнитным полем сердца. 7-й день воздействия. Эксперимент завершен. Вода полностью отделилась от нефти. По оценкам экспертов, сегодня у нефтедобытчиков скопилось около 1 миллиарда тонн нефтяной эмульсии. Она не годится для производства, и в конце концов от эмульсии избавляются, выливая прямо на землю. Тогда в местах нефтедобычи образуются чудовищные шламовые озера. Рорайма с языка венесуэльских индейцев племени Пимон переводится как «мать всех вод». Сюда в январе 2005 года отправилась группа российских биофизиков за уникальным образцом воды, которая, по утверждению ученых, никогда не была в непосредственном контакте с человеком. Такая вода есть в единственном месте на Земле – в Венесуэле.
По одной из гипотез, в палеозойскую эру в южном полушарии существовал континент под названием Гондвана. Мощные тектонические процессы, происходившие в земной коре 3,5 миллиона лет назад, раскололи его на несколько частей. Так образовались плоские столовые горы, которые индейцы назвали Тыпуи, то есть столбы. Рорайма – самая крупная из них. Это настолько отдаленное место, настолько сложно туда попадать, и 3 дня пути по саванне, по джунглям, потом подъем на 800-метровую стену. Это все требует, в общем, определенного энтузиазма. Поэтому мы можем сказать, что там мы меряем воду в ее девственном, уникальном состоянии. Над Рораймой постоянно висит большое облако. Ближе к вечеру появляется легкая дымка. Когда из-за горы выходит луна, туман начинает светиться ровным голубым светом. И в этом свете видно, как мельчайшие капельки влаги висят в недвижимом воздухе. Малейшее дуновение ветерка, и эта водяная пыль соединяется в капли. Так рождается дождь, который бесчисленными водопадами устремляется вниз. Итак, сегодня 30 января 2005 года, забор воды номер 16. Потом мы это все упакуем в фольгу, и в таком виде несколько дней эта вода будет хранить энергию и воздух вот этих вот мест Рораймы. А потом поедем в Питер и за несколько тысяч километров в лаборатории спокойно проведем все анализы, и тогда уже сможем сделать какие-то выводы. В лаборатории профессора Короткова был разработан прибор, позволяющий определять энергетику воды. Его работа основана на эффекте Кирлиана. Все, что помещается в сильное электромагнитное поле, начинает испускать свет. Чем большей энергией обладает объект, тем ярче его свечение. Воду из Венесуэлы сравнили с обычной питьевой водой. Мы можем сказать так, что не в 2 раза даже, а эта вода активнее в 40 тысяч раз. То есть это действительно принципиально 2 разные субстанции. И вот такая вода – это вода, которая сразу активизирует организм и активизирует всю систему. Поэтому там, когда мы были в тех местах, то индейцы, несмотря на всю скудность их жизни, они живут долго очень жизнью и, в общем, достаточно счастливы и совершенно не хотят, чтобы к ним приходила цивилизация. Поздней осенью 1632 года из деревни Эннинген в Гессене бедный пастух по имени Генц, круглый сирота, не помнящий ни своих родителей, ни откуда он родом, отправился в Южную Италию искать лучшей доли. Его путь пролегал через город Вальцгут на Рейне в Константской епархии. Вдруг Генца буквально пронзило чувство, что эти места имеют к нему самое непосредственное отношение. Ноги как будто сами вели пастуха к нужному месту, которым оказалась роща. Войдя в нее, Генц осмотрелся. Неподалеку, прямо из-под земли, бил источник. Юноша приблизился к нему, склонился, выпил воды. Спустя много лет он рассказывал своим внукам историю о том, как вода вернула ему память. И он вспомнил и эти места, и отца, и мать, и дом, в котором родился.
Как утверждает современная наука, водная структура организма каждого человека идентична структуре воды того места, где он родился. Поэтому наша внутренняя связь с местом рождения сохраняется на всю жизнь. И значит, понятие «родины» имеет не только возвышенный поэтический смысл, но и вполне конкретное физическое содержание. Нигде в мире нет одинаковой воды. Пробиваясь на поверхность через минералы, через горные породы, вода вбирает в себя вибрации почвы, информацию о ее биологических и энергетических особенностях. Вот мы проверяли здесь совершенно замечательную воду, которую продают в больших бутылках, и фирма-производитель ставит на нее клеймо, что это лучшая вода в мире, но она пустая, она мертвая. Она действительно чистая, она хорошая, в ней там добавлены даже какие-то минералы, но это мертвая вода, в которой нет энергетики и нет жизни. Человек, скорее всего, не почувствует особой разницы между чистой природной и искусственно очищенной водой. А любое животное всегда выберет воду из источника, потому что эта вода насыщена природными энергиями. Совсем недавно было открыто еще одно уникальное свойство природной воды. Оказалось, что такая вода способна гореть. Горение природной воды, там горит сама вода. И она горит именно потому, что она особым образом структурирована, природная вода. Горение на строгом научном языке – это процесс окисления с выделением тепла и света. Вода же горит при температуре окружающей среды, а выделяемый свет фиксируется с помощью сверхчувствительных приборов. Непрерывно активируется кислород, и непрерывно сгорает какая-то органика, и мы тут же видим выделяющийся свет. Вот горение воды – это немножко более растянутый во времени процесс, потому что если бы, не дай бог, он был таким, то она бы тут же вся сгорела. Это вода на Земле. 3 июня 1940 года в советское полпредство в Германии была подброшена записка, автор которой просил срочно выйти с ним на связь. «Если это не будет сделано, моя работа у Гейдриха теряет всякий смысл», писал агент Вилли Лемон, известный под псевдонимом Брайтенбах. Он спешил сообщить о секретных испытательных полигонах и работах по созданию синтетического бензина из бурого угля с применением воды. Еще в 1913 году император Вильгельм поручил одному из крупнейших химиков Францу Фишеру обеспечить Германию жидким топливом. Отсутствие своей нефти могло подорвать позиции Германии в будущей войне. К 1941 году немецким ученым удалось получить горючее гидрированием угля. Однако это горючее оказалось в 10-12 раз дороже природного горючего из нефти, а его качество резко снижало технические характеристики боевой техники. После войны попытки создания горючего с применением воды были оставлены как неэффективные. В течение последних 15 лет над созданием такого топлива работает исследователь Джан Гохуа. Сейчас мы продемонстрируем всем процесс приготовления эмульгированного дизельного топлива, а также представим его две стороны. Одна сторона – это повышение энергии, другая сторона – это снижение выхлопных газов. Это топливо взято из автомашины, структурированная вода. Если исходить из пропорций, то в процентном соотношении процент дизельного топлива составляет 79%, воды 20%, эмульгатор 1%. То, что внесено сюда, это вода. Джан демонстрирует нам, что в горючее добавляется именно вода. Сейчас добавим сюда 1% эмульгатора. Моментально образуется эмульгированный раствор, похожий на молоко. Эмульгированное топливо вливаем в машину и используем его в движении. После длительного измерения мощность повысилась на 5%, экономия топлива составила свыше 20%. Правительство нашего государства придает этому серьезное значение.
Я даже думаю, далеко не все химики помнят этот момент. Вот если взять абсолютно высушить бензин, или в нем всегда есть какое-то количество воды, но вот специально его обработать так, чтобы из бензина устранить всю воду, этот бензин не будет гореть. Это было известно еще в XIX веке. Для любого горения, чего угодно, нужно хоть какое-то количество воды. У персидских суфиев существует легенда. Некогда один мудрец предсказал, что придет день, когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально собрана, пропадет. Затем на смену ей придет другая вода, но каждый, кто будет пить ее, сойдет с ума. Лишь один человек воспринял пророчество всерьез и начал делать запасы воды. Но наступил предсказанный день, и опустили все водоемы. А тот, кто послушался мудреца, пил воду из своих запасов. А затем водоемы и колодцы вновь наполнились водой. И люди жадно пили эту воду, и все как один сошли с ума. Но тот, кто послушался мудреца, по-прежнему пил воду только из своих запасов и сохранил разум. И остался он единственным разумным среди безумцев, и поэтому безумным назвали его. И тогда он вылил на землю свои запасы настоящей старой воды, и выпил он воды новой, и лишился разума. И безумцы решили, что он обрел разум. Основная часть мозга — это вода. Вода и то, что ее молекулы так легко подвижны, составляет часть запечатления в мозгу. Так что да, в определенной мере вода вовлечена в формирование образцов информации в мозгу. Если рассматривать органы, сердце, легкие или мускулы, или мозг, то все, что вы сможете увидеть при помощи простого ЯМР-эксперимента, это наличие воды в этих органах. Все, что вы видите, это вода. Ваша голова полна воды. В нас, собственно, ничего такого особого нет, кроме воды. Давайте представим, что вот у нас человек, а вот у нас вода. В этой воде содержится много различных типов информации. Если ввести эту воду в тело человека, человеческое тело усвоит эту информацию, и это может изменить состояние человека. Посмотрим, как структурированная вода воздействует на кровь человека. Врач берет у пациентки кровь из пальца, и по этой капле с помощью специального микроскопа мы сможем увидеть состояние ее организма. Вот это красные кровяные тельца, слипшиеся вместе, потому что они утратили свой электрический заряд. Они слиплись как стопка монет в виде формации, которую мы называем низкое роя. А вот в этой части находится большое сращение. Эти сращения связаны с болезнями сердца и артритами и заболеваниями легких. Врач предлагает выпить пациентке немного структурированной воды. Через 12 минут врач снова берет у пациентки кровь и исследует ее. Вы можете видеть, что клетки стали оживленными, они стали шустрыми, они восстановили свой электрический заряд так, что стали отталкиваться друг от друга. Это позволяет им переносить кислород. Мы можем видеть вот здесь, что внутри клетки образуется новое ядро. Я думаю, это поистине потрясающе, что вода, простое питье воды, может это сделать. Традиционная восточная медицина уже много веков базируется на вибрациях, звучании водной среды организма. Показателем правильности тона звучания является пульс. Считается, что он может быть сильным, слабым, холодным или горячим.
С учетом этого опытный врач проводит своеобразное энергетическое сканирование организма, ставит диагноз и назначает лечение. Мы не лечим водой, потому что человек, его тело и есть вода. Он просто читает мантры, чтобы исправить плохую воду у себя внутри. Каков механизм этого скрытого воздействия, неизвестно. Во всех мировых религиях, христианстве, исламе, иудаизме, принято читать перед принятием пищи молитву или освящать еду во время больших религиозных праздников. Часто ли мы задумывались, зачем? И откуда в таких непохожих конфессиях появилась уверенность в том, что так правильно поступать? Отчего нашим предкам казалось очевидным то, что наука пытается понять только сейчас? Оказывается, частота колебаний молитвы любой конфессии, звучащей на любом языке, равна 8 герцам, что соответствует частоте колебаний электромагнитного поля Земли. Поэтому молитва формирует в воде, входящей в состав абсолютно всех продуктов, гармоничную структуру. И сейчас мы уже имеем представление о том, как это происходит за счет структурирования водяных кластеров, водяных молекул. Поэтому от этого, опять-таки, чисто практический совет – садиться за стол с очень хорошим настроением. И ни в коем случае не сидеть за столом с агрессивными, жестоко настроенными людьми. Потому что это будет оказывать прямое разрушительное воздействие на наше здоровье. В 1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Бетховена. Тяжелый рок. Иногда это всплески определенные, эмоциональные, которые приводят к совершенно таким очень негативным результатам. Я не помню случая, когда на концерте классической музыки произошел бы вот такой отрицательный выброс эмоций. Эксперименты показывают, что агрессия вызывает резкое изменение памяти воды. Такая вода может провоцировать агрессивные состояния у доселе спокойных людей. Зло в плане взаимодействия, как ни странно, осуществляется легче и проще. По-видимому, это связано, в общем-то, с особой чувствительностью человека, который воспринимает негатив всегда острее. Доктор Эмото провел еще один любопытный эксперимент. Поместил в 3 стеклянные банки рис, залил его водой. И каждый день в течение месяца говорил «спасибо» одной банке, «ты дурак» второй, а на 3-ю не обращал внимания. Через месяц рис, которому говорили спасибо, начал бродить, издавая сильный и приятный запах. Рис из 2-й банки почернел. А рис, на который не обращали внимания, начал загнивать. Доктор Эмото считает, что этот эксперимент преподносит очень важный урок, особенно по отношению к детям. Надо заботиться о них.
дарить им внимание, разговаривать с ними. Наибольший вред наносит равнодушие. У меня возникают фантастические гипотезы, но они всегда опираются на практику. Равнодушие, ненависть, гнев и даже раздражение разрушающе действуют не только на другого человека, но имеют обратную связь. В духовном плане, на уровне мыслей, тот, кто посылает негативные мысли, загрязняет свою собственную воду, из которой на 75-90% состоит организм. Негативно заряжает ее. Во многих лабораториях мира многократно проводился эксперимент, который давал схожие результаты. Воду из одной емкости разделяли на 2 порции. На одну часть оказывалось воздействие, которое меняло структуру и свойства этой воды. Вода из второй колбы через какое-то время приобретала ту же структуру и те же свойства. Вода обладает крайне важной фотографической памятью. Мы можем сказать так. И вы также можете создать ее запечатление при помощи очень тонких энергий, даже за 10 тысяч километров. Значит ли это, что между людьми, которые по сути являются водными структурами, существует дистанционная связь? Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу возможности дистанционной связи между людьми, в феврале 2005 года профессор Вячеслав Звонников с группой своих коллег проводит эксперимент. 2 человека находятся друг от друга в 15 тысячах километрах. Один в Москве, другой на севере Южной Америки, близ города Санта-Елена. Перед нами виртуальный мозг участников эксперимента. За 15 минут до его начала видимых взаимосвязей нет. Фиксируются малейшие изменения позы, пульс, частота дыхания. Записываются кардиограмма и энцефалограмма. Неожиданно на приборах появились явные изменения. 2 разделенных огромным расстоянием человека каким-то образом настроились на одну волну. Приборы зафиксировали синхронизацию отдельных участков мозга, дыхания, пульса. Каким образом это объяснить? Пока каких-либо ответов на этот вопрос у нас нет. Есть гипотеза, что в этом участвует жидкость организма. Скорее всего, и есть у нас достаточно много подтверждений. Жидкость в организме, она выполняет и функцию информационной передачи. Каждодневные действия очень важны. То, что человек делает, влияет не только на него самого. Это влияет и на других людей, и на всю Вселенную. Мы изучали воду в период затмения Солнцем и в период кометы Шумейкера-Леви. И оказалось, что тканевая культура в воде, когда предвидится затмение Солнца, за неделю, еще нет затмения, еще далеко все, она начинает уже увядать. Система мироздания существует как единый совершенный организм. Все его части, в том числе и мы, и наша Земля, неразрывно связаны между собой колоссальными информационными потоками. И в механизме обмена информацией ключевую роль на нашей планете играет все та же вода. Фактически она является средой, через которую происходит управление всей природой.
Китайские хроники рассказывают о даосском отшельнике Чангчуне, о котором известно, что с ним неоднократно встречался и подолгу беседовал Чингисхан. Однажды, когда страна погибала от неизвестной эпидемии, правитель Пекина попросил отшельника защитить людей. Он помолился, и болезнь отступила. В ответ на многочисленные изъявления благодарности отшельник ответил: «Молитва – это не вещь. Единственное, что нужно – это вера». Именно. Именно. Многие считают, что мысль или намерение. Мы используем слово «намерение». Может быть запечатлено водой. Это только возможность. Как при молитве, если вы обращаетесь к богам. Молитва ли запечатлевается водой? Есть такие замечательные слова в Священном Писании. «Нет ничего невозможного для верующего». Если имеешь веру зерно горчичное и скажешь горе сей сдвинься, то гора сдвинется с места. Конечно, образ горы – это в данном случае метафора, но которая помогает нам понять силу веры. Во всех священных книгах человечества есть история о людях, которые силой веры, силой своих глубоких духовных познаний могли творить чудеса. Как рассказывает предание, море расступилось перед Моисеем благодаря его отчаянной вере, что Господь не оставит свой народ. У нас есть совершенно однозначные данные о том, что молитва влияет на выздоровление больных. Причем до совершенно фантастических выздоровлений, когда у человека начавшаяся гангрена вдруг прекращалась. Вот со святой водой больные животные или гибнущие растения, политые этой водой, они восстанавливаются. Это факты. И никакой сегодня, так сказать, физико-химик, что ли, понять этого не может. Не может. 18 января, канун православного праздника Крещения. Водой из обычного водопровода наполнены 2 колбы. Ранним утром одна из них установлена в храме около емкости, над которой должен совершиться обряд освящения. Из года в год, 19 января, верующие и даже неверующие люди спешат в храмы, чтобы после службы набрать крещенской воды. Считается, что она обладает необычными свойствами. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, обе колбы сразу после службы были доставлены для исследования в лабораторию. Здесь воду заморозили в криогенной камере и сфотографировали под микроскопом. Кристаллы воды из-под крана выглядели как хаотичное расплывчатое пятно. В то время как вода, побывавшая в храме, имела правильную симметричную форму шестилучиковой звезды. Известно, что святая вода обладает сильной устойчивой структурой. Она способна передавать свои свойства. Если всего 10 грамм такой воды развести в 60 литрах обычной, то вся масса приобретает свойства святой воды. Может быть, когда-то ученые нам скажут, что такое молитва. Может, когда-то ученые скажут, а что происходит с человеческой природой под влиянием воздействия божественной благодати? С моей точки зрения, то, что делал Иисус, это было информационное влияние на воду. Он действовал духовностью своей. Он действовал при помощи высших духовных сил. И представить, что
изменить воду, изменить ее структуру таким образом, чтобы она стала достаточно прочной, сейчас, в общем, вполне разумно. Это могло бы быть излучение, но могла быть и тонкая энергия. И мы очень интересуемся, как тонкая энергия может быть распознана веществом. В наше время каждый человек уверен, что погоду на планете определяют циклоны и антициклоны. Ежедневные прогнозы синоптиков мы воспринимаем как неизбежность. На самом же деле мы ждем, как проявит себя вода. Испаряясь и превращаясь в причудливые облака и грозовые тучи, она создает архитектонику неба. Неисчислимые краски восходов и закатов, взметнувшиеся радуги — все это результат преломления лучей света во влаге, находящейся в атмосфере. Облака переносят эту влагу на огромные расстояния и проливаются дождями. Дождь, град, снег и туман, ветры и бури, штормы и ураганы. Все эти сложные процессы зависят от ее настроения. Мы пытаемся предугадать, как она себя поведет и в каком месте Земли проявит свою милость или обрушит свой гнев. Все, что мы можем, это наблюдать за процессами из космоса. Но только наблюдать. Но как заманчива сама мысль подчинить себе погоду. Какая это сладкая приманка для человеческого тщеславия. У многих народов до сих пор сохранились практики влияния на погодные и атмосферные явления. Эти ритуалы передаются бережно, из поколения в поколение, в неизменном виде. Если мои подношения оказались достаточно убедительными, если я выбрал правильное время и правильное место, и прочитал мантры правильно, и от чистого сердца, тогда хозяин воды дает нам воду. Подобные действия не вызывают у нас большого доверия и воспринимаются сегодня чаще с улыбкой. Возможно ли, что всего лишь человек, не огромная современная лаборатория, обладающая новейшими технологиями, а всего лишь человек, силой одного только желания, может повлиять на природный механизм? Это была свадьба под открытым небом. Небо было совершенно пасмурным. Закапал дождь. За полчаса до начала церемонии дождь пошел всерьез, все стояли под зонтами. И тут мы вчетвером, я, отец жениха и еще 2 моих ученика, решили начать медитировать, чтобы улучшилась погода. Через минуту в тучах появился просвет, и солнце засияло прямо над нами. Не везде, а только над нами. К лету 1991-го в Израиле не было дождя уже 2 года. Вода в единственном пресном озере Киннерете опустилась на 15 сантиметров ниже критической отметки. И тогда 10 тысяч израильтян собрались у стены плача, чтобы произнести молитву о дожде. На 3-й день над страной хлынул дождь. Многие объяснили этот факт простым совпадением. Вера в случайность не имеет ни научного, ни религиозного характера. С научной точки зрения имеет место научный детерминизм, а с религиозной точки зрения имеет место влияние дел на результат. Случайность — это способ, которым человек пытается снять с себя любую ответственность. Так же, как в горах иногда крик птицы может вызвать мощную лавину, а движение крыла бабочки привести к смене погоды на целом континенте, так же и человек может запустить глобальные процессы одной лишь силой своей мысли.
И это не является преувеличением. В этом не сомневается ни один ученый, знакомый с теорией систем. Все дело лишь в том, чтобы выждать момент, в который система будет находиться в нестабильном состоянии. В фазе нестабильности достаточно только движения мысли, чтобы система начала изменяться. Я не всегда вижу, когда моя ошибка, мой грех возвращается ко мне в другом виде. Хотя в сущности это одна единица. То, что я сделал неправильно, возвращается мне не в качестве наказания, а в качестве результата. При всем обилии воды на планете на доступную пресную воду приходится чуть менее 0,5% всех ее мировых запасов. На протяжении истории человечества эти запасы оставались практически без изменений, в то время как население Земли постоянно возрастало. Никогда еще в мире не было такого количества людей, как сейчас – 6,5 миллиардов человек. Но даже сегодня пресной воды хватило бы на всех, если бы она не подвергалась жестокой атаке человеческой цивилизации. Вот вы себе представьте, люди, «Ин асбаха ма'укум гаура». Если воды просто не станет, она уйдет далеко в недра земли. «Фама я'тикум бима'ин ма'ин». Кто вам даст воду, этот ма'ин, который будет свободно бить из-под земли и будет легко доступна для вас, ма'ин? Сегодня более миллиарда жителей Земли не имеют доступа к безопасной питьевой воде. По этой причине каждый год умирает свыше 5 миллионов человек. Половина из них – дети. Это в 10 раз больше, чем ежегодно гибнет в войнах. Если эту проблему оставить без разрешения, то в 21 веке вода может стать причиной международных конфликтов. Уже сейчас она постепенно приобретает статус основного ресурса, который начинает фигурировать в политическом диалоге между странами и народами. Мы вот говорим о приближающемся нефтяном кризисе, потому что нефть может исчерпаться. Но, на мой взгляд, намного важнее заботиться о воде, чтобы у нас не случилось водяного кризиса. По данным ООН, ежегодно в мировой океан выливается около 10 миллионов тонн нефти. У Атлантического побережья США захоронено 90 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами на 100 тысяч кюри, а в европейской части на 500 тысяч кюри. Страны, имеющие доступ к морям, производят в них захоронение промышленного, строительного и радиоактивного мусора. Во время его сброса и прохождения сквозь столб воды часть загрязняющих веществ переходит в раствор и изменяет не только качество воды, но и ее память. Океан имеет еще возможности для стирания этой памяти за счет его солености. Но все равно эффект разбавления же есть. Вот о нем, так сказать, надо тоже говорить, его надо изучать, потому что при огромных разбавлениях иногда память начинает влиять даже сильнее, чем при малых, так сказать, разбавлениях, при высокой концентрации. На это надо обращать еще особое внимание. В очень тяжелый период планетарного нашего существования. Мы же распахали все возможные земли. Мы потеряли 33% зеленого покрова, половина планктона в океане. Значит, проблема, казалось бы, далекая, но везде вода. За последний год температура холодных глубинных вод Гольфстрима понизилась на 1 градус. За последние 9 лет скорость таяния ледников Гренландии возросла в 3 раза. За последние 30 лет разрушительная сила ураганов увеличилась вдвое. Растет количество природных катаклизмов. В десятилетие с 1973 по 1982 год в мире произошло 1500 катастроф. С 1983 по 1992 – 3500. С 1993 по 2002 –
6 тысяч. Во время цунами в Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года погибли и пропали без вести 226 тысяч человек. Без крова остались 500 000 человек. Наводнение в Европе в октябре 2005 года оставило без крова 200 тысяч человек. Во время урагана Катрина в августе 2005 года погибли около 1300 человек. Остались без крова 1 миллион человек. За последние 30 лет от природных катастроф погибли почти 4 миллиона человек. Пострадали 4,5 миллиарда. Если спросить сегодня простого человека на улице, виноват ли человек, виновата ли человеческая деятельность в том, что ураганов на планете становится все больше, что сила их все более разрушительна, я думаю, каждый второй ответит, что да, это следствие человеческой деятельности. Я думаю, что все, что происходит сейчас в нашем мире, все цунами или странные погодные явления по всему миру, терроризм или страхи, которые охватывают нас, все эти вещи являются результатом нездоровья людей. И в обратную сторону это тоже действует. И это также, я думаю, является результатом загрязнения воды. Феномен структурной памяти позволяет воде запечатлевать все, что происходит вокруг, связывать между собой все живые системы. И каждый из нас является звеном в бесконечной цепи передачи информации. Но кроме того, каждый из нас является еще и источником информации. Каждое наше действие, мысль, эмоция, слово, высказанное вовне, отделяются от нас и запоминаются водой. Информационная грязь отравляет воду, накапливаясь в ее памяти. Если бы этот процесс продолжался бесконечно, то вода могла бы сойти с ума. Но ей дано свойство очищаться. Происходит это в момент фазового перехода, когда вода испаряется, а затем конденсируется и проливается дождем, или замерзает, а потом тает. Стряхивая информационную грязь, вода сохраняет базовую структуру, то есть программу жизни. Эйнштейн, например, однажды сказал: «Я бы хотел знать его мысли», имея в виду Бога. Все остальное уже детали. Я бы хотел знать, как он создал этот мир. Все начинается в воде. В определенном смысле мы можем сказать, что все берет свое начало в воде, и в воде же заканчивается. У всех народов, чтобы предстать перед Богом, человек должен быть чистым. Во всех конфессиях мира вода как будто является посредником, соединяющий человека с Творцом. Иудеи совершают омовение в миквах. У мусульман можно приступать к молитве только после омовения. Если проследить упоминание о воде в Священном Писании, то это упоминание очень часто связано с идеей очищения. Наиболее яркое это, конечно, в повествовании о крещении израильтян в реке Иордан во время пророка Иоанна Предтечи. Иоанн крестил крещением покаяния. И образом и символом раскаяния людей было их омовение в реке.
А в христианской церкви существует таинство крещения. Во-первых, почему таинство? Почему употребляется слово таинство? Таинство связано с понятием тайны. Почему таинство крещения? А потому что до конца сокрыто от нас, что происходит с человеком в момент крещения. Известно, что божественная энергия, которую мы на церковном языке называем благодатью, снисходит на человека. В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с каждой религией. Христианская молитва. Буддийская молитва. Мусульманская молитва. Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Многочисленные эксперименты Эмото Массару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность.